Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Спасибо вам за лайки и комментарии. Сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодняшний и завтрашний урок мы с вами сделаем интересненьким. У нас одна будет моделька, у нее будет, как обычно, две разных руки, и мы два разных дизайна сделаем с использованием одних и тех же материалов. Итак, ногти наши с прошлого раза относились неплохо, единственное, немножечко поломались. Нам нужно восстановить поломатыши, конечно же, сделать коррекцию, убрать длину, потому что поломались ногти именно потому, что мы очень сильно превысили комфортную длину для клиента. Ну и, собственно говоря, дальше мы перейдем к дизайну. Это мои любимые вверхрастущие ногти, поэтому мы их будем моделировать при помощи акрилатика. Именно этим материалом безумно удобно довесить взлетающие постоянно нижние параллельки. Ну и сегодня мы с вами сделаем упор именно на восстановление, на наращивание нового ноготка, поэтому подставляем форму. И на вверхрастущие ногти форму подставляем немножечко ниже, чем нам необходимо. Именно для того, чтобы компенсировать вверх сдернутый ноготочек. И на такую форму выкладываем материал, подсушиваем его буквально 10 секунд, поджимаем и, собственно говоря, наш новый ноготочек готов. Итак, теперь самая любимая часть моего процесса – дизайн. Сегодня в качестве дизайна у нас будет вот такой вот вишневый, красный, малиновый, не знаю, каждый этот оттенок может назвать по-разному, потому что мозг каждого человека воспринимает оттенки по-своему. Поэтому очень сложно всегда называть какие-то именно оттеночные вещи. В общем, это темно-красный. Именно этим цветом мы будем покрывать обе ручки, и к этому цвету мы будем использовать одни какие-то блесточки и черно-белую красочку. То есть материала минимум, но при этом из этого набора материала одного и того же можно придумать миллион различных дизайнов. В данном случае мы покрыли все пальчики гель-лаком. На двух пальчиках блестками будем вырисовывать какие-то зоны и оставшиеся зоны на цвете закрывать росписью. Но в то же время можно сделать и наоборот. Можно, например, покрыть пальчики цветом, сделать зоны из блесток и роспись делать на блестках. Тоже как вариант, это будет уже совсем другой дизайн. А если использовать совсем другую роспись, то дизайны между собой вообще никак отдаленно похожи не будут. Хотя, как я и говорила, выполнены будут одними и теми же материалами.
Это все подсказочка для начинающих мастеров. Я прекрасно понимаю, что когда вы начинаете, материалов у вас очень немного. У вас ограниченная палитра гель-лаков, но при этом хочется сделать всегда что-то новенькое. Вот берите вот это вот на вооружение, потому что действительно, если вы немножечко поменяете комбинацию привычную для себя, у вас получится совершенно другой результат. Ну и сам дизайн в данном случае у нас будет абсолютно простой. Опять же, для самых-самых начинающих девочек. Мы взяли вот этот же цвет, которым покрывали мы ногти, развели его с белой красочкой, сделали цвет посветлее и набрасываем для себя вот такие вот цветочки, не цветочки, причем очень небрежно, совершенно не стараючись, не выводя там никакие листики, просто отпечатывая кисточку, набрасываем для себя лепесточки будущих цветочков. Перекрываем ноготочки финишным покрытием и приступаем к прорисовочке. А вот прорисовочку необходимо выполнить, конечно, безумно тоненько. Тоненькими линиями, аккуратненько обвести наши цветочки. И вот здесь обычно возникают сложности. Почему? Потому что для рисования тонкой линии необходимо поставить руку. Необходимо уметь ее рисовать и понимать, как работает кисточка и красочка для того, чтобы тоненькая линия рисовалась сама собой. На самом деле, для того, чтобы хорошо рисовать, не нужно никакого художественного образования. Нужно просто понимать, как правильно работает материал. И именно эти вещи я объясняю в курсе фактуры и линии. Сейчас идет набор на февральскую группу, есть еще свободные места, вы можете их занять. Ссылочку оставлю в описании. Мы же тем временем вырисовываем вот такие вот кружевные цветочки. Каждый лепесточек делим на две части, и получается что-то такое очень ажурное, очень интересное и очень здорово выглядящее. После того, как наши цветочки полностью прорисованы, отбиваем линией границу блесток. Я ненавижу, когда блестки лежат сами по себе, потому что край у блесток создается неровный. И вот когда их подчеркиваешь тонкой линией, получается, что край становится ровнее и блестки смотрятся аккуратнее. К сожалению, я немножечко убежала здесь из фокуса своей камеры, но в принципе все понятно, что здесь происходит.
Итак, у нас получился вот такой вот потрясающий дизайн. Клиентка осталась безумно довольна. Мы с ней остались довольны обе. И вот две ручки вместе, как вы обычно просите. Итак, два совершенно разных дизайнов из одних и тех же материалов. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока.